Вот это очень красивый вид. Вход в музей. Mesdames et messieurs, bonjour! Продолжаем знакомиться с окрестностями Киото. И сегодня мы смотрим город Арашияма. В Арашияма находится знаменитейшая бамбуковая роща. Если кто-то из вас интересуется Японией и есть возможность приехать в Японию, то приезжайте, конечно, в это время года. Сегодня вот 10 декабря. Очень красивая осень в Японии в это время. Осень или зима? 10 декабря все-таки. Хочется каждый клен фотографировать, потому что очень красиво. Желтые, красные, да еще голубое небо. С погодой по-прежнему везет нам. А это туристы стоят в очереди за кофе. Очень известный арабика. Вкусный кофе, действительно. Но кофе на вынос. А это японские гондолы. Прогулка стоит 2000 йен. 2000 йен это значит 12 евро. Давно мечтала посмотреть я бамбуковый лес. Очень красиво. Да еще с соседними красками. В Арашияма стоит приехать ради бамбукового леса. Но, к сожалению, туристы со всех стран приезжают сюда и оставляют надписи на стволах вот этих деревьев. Какая красота! Вот так нецивилизованно ведут себя туристы в бамбуковом лесу. И поскольку туристы ведут себя весьма нецивилизованно в этих местах, японцы большую часть дорог через бамбуковый лес закрыли. И теперь можно пройти только по двум дорогам, полюбоваться бамбуковым лесом. В этот музей нужно заранее заказать вход. 2000 йен стоит. Это бывший жилой дом. В лесу идут работы, поэтому шумно, но хочу вам сказать, что это был частный дом, и здесь проживал мастер по окрашиванию тканей. И его дом частный стал музеем. Вот этот музей мы сейчас и посмотрим. Какая красота икебаны, вы посмотрите. Вот такие кимоно носили в Японии в 8 веке. В общем, эту красоту невозможно передать. Приезжайте сюда и любуйтесь в начале декабря. Такой вид. Ну а теперь идем смотреть обезьян, которые живут в лесу. Надо подняться на эту гору к обезьянам. 20 минут примерно дорога занимает. И здесь предупреждение: обезьянам глаза не смотреть, ничего не есть, еду не показывать и зубы тоже не показывать. Мы в лесу, на этих склонах. А это, по-моему, японские криптомерии. Очень красивые. Мы почти поднялись на холм. Открывается перед нами вид на город и холмы. Но сейчас не видно через криптомерии. Мы почти поднялись. Здесь еще раз правила безопасности рассказали на японском, на английском. В глаза обезьянам не смотреть, не улыбаться, потому что для них это признак агрессии. Не пить, не есть и ближе, чем 2 метра не подходить. А вот я уже вижу. Поднялись на высоту 160 метров. Такой замечательный вид сверху на Киото. О.
Можно купить орешки, 100 йен стоит пакетик, и покормить их с этого домика. Essaye de te distraire lui parce qu'il prend toute la nourriture. Кого тоже надо покормить. Дай ему. Пока не подошел, а вожак стаи. Ай, всех прогнал. Ай-яй-яй, нехорошо. Нехорошо. Нехорошо, что Да, жадный такой. жадный, это плохо. Быть жадным очень плохо. А это знаменитый тонкацу. Свинина, жареная в сухарях. Это очень вкусно. Мы по-прежнему в Арашияма. Здесь есть очень даже интересный чайный салон. Это салфетка влажная. Очень хороший маркетинг. Смотрите, портрет гейши. И этот портрет гейши вы сейчас увидите. Матча латте. Вот это знаменитые японские тануки. Тануки по японским верованиям приносят удачу. Сегодня 11 декабря, и сегодня мы приехали в город Уджи. Это, можно сказать, что это южный пригород Киото. Ехали примерно 15-20 минут поездом из Киото. И город Уджи достаточно известный город. Это столица чая. Самые старые чайные плантации появились в Японии именно здесь, еще в 8 веке. И поскольку этот город столица зеленого чая, кстати, именно здесь в 16 веке был изобретен зеленый порошок, то, что мы называем матча. И, как видите, зеленый чай, вот этот порошок чая, добавляют везде. В пирожные, в мороженое и даже в соба, то есть лапшу японскую. Везде и повсюду. Чайный магазин. Матча. Это как раз зеленый чай в порошке. Порошковый зеленый чай. Матча. А вот так делают матча. То есть порошок из зеленого чая. Такие аппараты. Меня разрешили снять. Я спросила разрешения. И на каждом шагу здесь магазин чая. На каждом шагу можно купить чай зеленый. И здесь можно купить и сенча, и генмайча, и гьокуро. Можно, да, и может даже понюхать, прежде чем купить. 860 йен, это 200 грамм, за 200 грамм, говорят. Да, это недорого, кстати. В городе Удзи стоит посмотреть вот этот храм Бёдоин. И очень много японских школьников. Средняя школа. Видимо, уроки истории проходят. В этот храм надо приезжать либо весной, либо осенью. Любоваться либо цветущей сакурой, либо красными кленами. Красный ковер кленовых листьев, из кленовых листьев. Я думаю, что это очень долго формировали, этот клен. А зачем так сделали? А чтобы отсюда можно было любоваться крышей буддийского храма. А это писательница знаменитая Мурасаки Шикибу, автор знаменитейшей японской эпопеи «Сказки о Генджи». В Уджи есть музей, который посвящен вот этим сказкам о Генджи. И здесь очень хороший чайный салон. Музей потом, сначала в чайный салон. При музее есть кафе, и они славятся своими вагаши, то есть японскими сладостями, японскими десертами.
десерт, естественно, с зеленым чаем матча. Вагаши. Все эти пирожные делают по сезону японские. Очень красиво. Мне очень хотелось посмотреть костюмы 11-12 века. Если вы читали, может быть, знаменитые записки в изголовье, Сейси Нагён написала. И вот именно так одевались тогда, в ту эпоху, в Киото. У женщин всегда были длинные распущенные волосы. Если вы интересуетесь японской культурой, в этот музей приходите обязательно. Для меня этот музей – прекрасная иллюстрация романа Сейси Нагён «Записки у изголовья». Очень живописный город Уджи. Вот мне интересно, что это такое. Мне кажется, так формируют деревья. Вот для ствола сделано, для этой ветки. А вот это бакланы. И с помощью их местные рыбаки ловят рыбу в Уджи. А здесь тоже местные гондолы. Ну, может быть, это издевательство над деревом, но это очень красиво. Это сосна. Мы решили пообедать в одном из самых старых ресторанов. Это ресторан XVIII века. Но естественно, что здесь соба с зеленым чаем, с порошком зеленого чая. И решили взять вот это блюдо, этот суп. 1200 йен стоит. Обычно вначале всегда приносят чай генмача. И во всех ресторанах кафе дают влажные салфетки. Вот это есть суп-лапша. Соба, то есть это лапша зеленого цвета, как вы уже поняли. Здесь есть порошок зеленого чая и рыбка. Ну, попробуем. Необыкновенная вкусная лапша. Вот эта рыба макрель, она у них копченая, и она немножечко сладкая. Бульон необыкновенно вкусный, скорее всего, рыбный бульон. И лапша очень вкусная, очень. Советую, если будете здесь в Уджи, идите в этот ресторан. Вот смотрите, японец снял обувь, ножки положил на сиденье. Во Франции, в Париже, ботинки поставят на сиденье. Привет! Конничева! Из города Уджи мы приехали в Нару. Ну, буквально 15 или 20 минут на поезде из Уджи. Это совсем рядом. Нара знаменита, конечно, своими оленями. Они выпрашивают еду. У нас ничего нет. Нет ничего, приятель, нет. Если вы будете в Наре и захотите попробовать французскую кухню, здесь есть ресторан Monsieur Пепе, Галет и Креп. Вот символ города. Приехали посмотреть еще и знаменитый храм, который называется Тодайджи. Там, где находится самый старый Будда в Японии. Аллея красных кленов. Сегодня, кстати, 11 декабря. Они подходят и нюхают, что у тебя в кармане. У нас карманов еды нет. О, смотри, он прямо рядом с тобой стоит. Вот он. Понюхал. Ничего нет. Так, пошел дальше. Разочарованный. Привет. Привет. Конничева, конничева. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не надо, нет, нет. И тоже очень много японских школьников на экскурсии привозят учеников. Наконец мы подошли к храму. Вернее, главным воротам. И дальше пройдем к храму. Целые классы возвращаются. И да, и все с заданием. Видимо, мне какое-то было задание написать потом сочинение по данной теме этого храма. Хорошо, изучают свою историю. И храм Тодайджи, большой восточный храм. Билет сюда стоит, если посмотреть только храм с Буддой, это 800 йен. Он даже боится, парнишка. Последний день в Киото посвятим шопингу. Завтра возвращаемся в Токио.
Знаменитые закуски цукемоно называется по-японски. Японский виноград прям очень вкусный. Очень вкусный. Яблоки уже мытые. 300 йен. Макрель под соус. Для палочек симпатичные. Оригами. Легкие. Маленькие дома. У них даже булки, как заяц. И здесь есть кафе, очень симпатичные. И мы... вот Киото, да? Вот это. О котором мало кто знает, только местная публика. Очень интересный декор, уютный. Вот это красота! А это с грушей. Это главный вход в старый район Киото. Гион называется. Вот много уличной еды. Вот школьники после школы перекусывают. О, маски. Но пахнет не очень вкусно. Ага. Да. Не самого лучшего качества, видимо. Теперь здесь уличная еда. В повседневной жизни в Киото. Ой, туристов так мало, хорошо. Киото в старом районе, Гион. Меня удивляют всегда вот эти сосны, которые растут из крыши дома, наверное. Хотя, наверное, там есть садик внутри, но вот так прямо из крыши торчит дерево. Забавно, правда? Для любителей природы и садов. Смотрите, сосна. И бедная сосна. Вот такая ветка. И она идет вот так вдоль дома. И украшает дом. Сколько же лет ее выращивали? Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все еще ветка. И вот туда до конца. Вуаля. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч на канале о Франции не только. Пока.